Приветствую всех на канале Алекс Моторный. На связи Харьков. Сегодня пройдемся вместе по знакомым и незнакомым улицам и местам города. Побываем на некоторых локациях, которые меня давно просили показать зрители канала. Это преимущественно те харьковчане, которые выехали из города и пока по тем или иным причинам не могут вернуться в город. Ну, поехали. Вы посмотрите на обстановку в Харькове, как живет город сегодня, есть ли люди на улицах города, все сами увидите. Несколько дней назад в харьковских СМИ и телеграм-каналах появилась информация, якобы в Харькове появится новая станция метро и качественная вода. Мэр Харькова Игорь Терехов раскрыл планы. Он рассказал, что имеет амбициозные планы по восстановлению города. В частности, в Харькове хотят восстановить около 200 жилых домов. Также сказал, что Харьков-водоканал – это питьевая вода для харьковчан. В городе нацелены на то, чтобы сделать еще один шаг и питьевая вода была качественной. А вот что касается новой станции метро, то здесь заявление Игоря Терехова не совсем правильно интерпретировали. Речь шла не об открытии новой станции метро, а использовании какой-либо из уже существующих для оборудования школьного класса. То есть открыть еще одну станцию метрополитена, оборудовать ее для подземной школы. Вы видите сейчас, как выглядят улицы, некоторые здания города Харькова в наши дни, в феврале 2025 года. Кстати, Харьков получил от ЮНЕСКО оборудование для разрушенного культурного наследия. Современные геодезические приборы, фотокамеры и различное компьютерное оборудование от ЮНЕСКО поможет специалистам сканировать поврежденные объекты, проводить различные операции с цифровыми копиями, а также планировать восстановление разрушенного. И вот одна из локаций, которую меня просили показать постоянные зрители канала. Это разрушенная гимназия номер 47 на Павловом поле. В гимназию номер 47 4 июля 2022 года прилетела российская ракета. Школу построили в 1969 году, и сегодня, в феврале 2025 года, она выглядит так. Еще одна разрушенная обстрелами школа в Харькове, которую просили и есть возможность показать, специализированная школа номер 134 с углубленным изучением немецкого языка. Школа была разрушена 27 февраля 2022 года, когда части российских сил прорвались в центр Харькова. И вот отряд россиян из 2-й бригады спецназа ГРУ был заблокирован украинскими силами и укрылся в 134-й школе, где произошел бой. В этой школе до февраля 2022 года учились 649 учеников и преподавали 55 учителей. Ну а мы переносимся на Салтовку.
И вы видите все, что осталось от эпицентра. Торговый центр такой известный на этом месте был в Харькове. Ничего от него уже не осталось, его после российского прилета разобрали и табличку демонтировали с надписью «Эпицентр». Торговый центр «Караван». Вы помните, сколько здесь было людей и машин. Сегодня здесь пусто. Еще немного знакомых для кого-то мест. Я не буду в нынешних реалиях называть, где это. Многие, думаю, и так догадались, но это все та же Салтовка. И пока мы прогуливаемся улицами Харькова, я еще расскажу о том, что происходит в городе. Немного такая новость о том, что харьковчанка продала свою двухмесячную дочь. В Харькове полицейские задержали мать, которая продала собственного ребенка за $20 тысяч. Выяснилось, что у 22-летней женщины уже есть сын в возрасте 1 год и 10 месяцев. Она не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться. На вырученные средства она планировала приобрести автомобиль. Такие вот люди есть и в нашем городе. Как говорится, в семье не без урода. Ну и куда ж без нашей постоянной рубрики всяких переименований сносов памятников. В Харькове предлагают снести еще 9 памятников и памятных знаков. Список таких объектов опубликовал телеграм-канал «Деколонизация Украина». Это памятник солдату около станции метро 23 августа, памятник в виде пятиконечной звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому возле Дворца спорта, серпы и молоты на фасаде Харьковского горсовета, памятник дружбе украинского и русского народов, памятник Михаилу Шумилову, бюст Жуковского, мурал с изображением Гагарина, звезду на доме со шпилем. Друзья, давно ли вы были в харьковском метро? Сейчас у зрителей канала Алекс Моторный прекрасная возможность в нем побывать и посмотреть, ощутить атмосферу внутри. Сейчас середина рабочего дня, и вы видите то количество пассажиров, количество людей, которые посещают метрополитен в данное время. Я напомню, что проезд в харьковском метро абсолютно бесплатный. А сейчас давайте немного прокатимся по проспекту Тракторостроителей в Харькове.
и еще немного атмосферы улиц Харькова. Полюбуйтесь невероятным заходом солнца в Харькове. Друзья, я благодарен вам за сегодняшнюю прогулку по городу Харькову вместе со мной. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. До новых встреч на канале.